Здравствуйте, дорогие друзья! Вот посмотрите, какую цепочку я сегодня вам приготовила. При всей такой визуальной сложности цепочка плетется очень-очень быстро и очень-очень просто. Такое плетение подойдет даже для тех, кто совсем не умеет плести бисером. Получилась вот такая вот натуральная спиралька. Эту цепочку можно сделать, носить просто вот так вот на шее. Но мне захотелось сделать что-то вроде колье, и я эту цепочку сплела из двух и здесь в серединке соединила и добавила вот такое вот украшение. В качестве украшения подошло бы, наверное, смотрите, когда-то у нас был мастер-класс, и я делала вот такие вот сережки. И если бы эта сережка была выполнена в черном и золотом цвете, то было бы вот очень хорошо сделать вот такой вот по форме, отлично подходит сюда такое украшение. Ссылочку на эти сережки я оставлю в описании. Если вы будете плести, то можете в качестве кулона сделать вот такое украшение. А здесь я просто-напросто сплела небольшой элемент цепочки и завила вокруг двух бусинок. То есть вы с легкостью такой кулон тоже себе сделаете. Ну и так, из чего же плетется эта цепочка? Черный бисер, не знаю, хорошо ли видно, по-моему, 49-102 или 40-102. Это бисер один из самых первых, которые я покупала себе много лет назад. И поэтому надпись уже стерлась. Но черный красивый бисер, он хоть и 10 размера, но он сам по себе чуть-чуть мельче, чем обычный вот 10 размер бисера. И золотой бисер вот 18-184. Если сравнить размер золотого бисера и черного, то такое ощущение, что они как будто бы на один размер отличаются. Но это и то 10 размер бисера. Да, и плела, когда я эту цепочку, уже в самом конце мне пришла очень интересная идея, как сплести еще более тонкую и более изящную цепочку, которая, так тоже спиралится. И здесь абсолютно никакой роли не играет размер бисера. Вот смотрите, это я плела одним размером бисера, ну а здесь вот получилось, вставляла вот эти золотые более крупные бисеринки. Если вам будет интересно, напишите мне, я вам покажу, как сплести вот такую вот цепочку. Ну а сегодня мы будем плести вот эту цепочку. Плела я на нити. Нить я складывала вот так вот в два сложения и плела на нити. Но я вам сегодня покажу на черной мононити, чтобы вам было лучше видно. Я вам покажу, как плетется сама цепочка. И если вы захотите вдруг сделать цепочку из двух половинок, как это сделала я покажу, как соединить между собой две цепочки. Итак, первый наш набор — это 3 бисеринки. Подводим к концу нитки и завязываем узелочек. И проходим в одну из бисерин. И смотрите, что мы будем делать дальше. Мы все время будем набирать 2 бисерины. 2 бисерины. И плести мы будем все время треугольники. Раз мы набираем 2 бисерины, то мы все время будем оформлять треугольники. Вот смотрите, наша нитка выходит вверх. Мы заходим в бисерину снизу вверх. Вот образовался новый треугольник. Наши треугольники, которые мы с вами будем формировать, все должны вершинкой смотреть вверх. То есть все будут смотреть вверх. И когда у нас нитка, смотрите, вышла после набора бисерин вверх, мы делаем вот так. Перебросили через верхушку и заходим вот в эту вот крайнюю бисериночку. Нитка была вверх, заходим вниз.
Набираем еще 2 бисеринки. И смотрите, нитка идет вниз, мы заходим сверху вниз. Вот у нас сложился, смотрите, следующий треугольник. Вот у нас был первый треугольник. Вот сложился второй треугольник вершинкой кверху. Вот у нас сложился с вами третий треугольник. И тоже должна остаться вершинка сверху. И мы заходим, смотрите, ниточка идет вниз вот из этой бисерины. А мы заходим вот так вверх, в соседнюю бисериночку. Все время мы будем... У нас все время нитка выходит из этой бисерины, или вверх, или вниз. А заканчиваем мы наш треугольник всегда вот в этой крайней бисерине. Поэтому, смотрите, когда нитка идет вниз, верхушечка наша сверху, мы заходим в соседнюю бисерину. Просто вот так заходим в соседнюю бисерину. И подтянули. Опять набираем 2 бисерины. Опять набираем 2 бисерины. И смотрите, нитка у нас куда идет? Нитка идет вверх. Поэтому мы заходим в эту же бисериночку снизу вверх. Ну, в ту же бисеринку с обратной стороны. Подтянули. У нас сформировался новый треугольник, и верхушка его должна остаться сверху. То есть мы эту верхушку вот так перекладываем нитку и заходим вниз. У нас всего лишь получается 2 движения в цепочке. Первый раз мы, когда нитка идет вниз, мы набираем 2 бисерины, заходим сверху вниз и просто ниткой проходим в соседнюю бисериночку. Теперь, когда у нас нитка идет вверх, мы набираем 2 бисеринки, заходим снизу вверх, перекладываем нитку вот так под верхушкой и заходим в крайнюю бисериночку вниз. Вот и все. И таким образом, меняя направление нашей нитки, мы каждый раз формируем новый треугольник, так, чтобы верхушка этого треугольничка все время смотрела вверх. Ну, давайте я немножко проплету и покажу, что мы будем делать дальше. Ну вот смотрите, я проплела небольшой кусочек цепочки. Эта цепочка тоже спиралится сама по себе, но нету стабильности. Видите, она вот так вот закручивается, не очень красиво смотрится. Поэтому мы будем делать дальше вот что. Если вы захотите, вы сделаете одним и тем же цветом. Но мы немножко разбавим. Я, когда доплела цепочку, я взяла новую нитку. Ну, здесь я вам покажу одной ниткой. И захожу я, смотрите, вот наши верхушечки стояли все вверх. Вернее, стояли и стоят вверх. И между каждыми 2 бисериночками я вставляю еще одну бисерину. Просто вот так вот между 2 бисеринками мы вставляем еще по бисериночке. И тогда наша цепочка, она становится сразу стабильно и красиво спиральной. Делается все очень быстро, но, естественно, достаточно просто.
Вот посмотрите. То есть каждая, чем длиннее будет цепочка, тем она будет более стабильно спиральная. Видите? Вот. Ну и смотрите, если вы вдруг захотите сделать так, чтобы ваша цепочка состояла из двух цепочек, ну, вот как у меня, да, чтобы вот здесь повесить кулон, то нам нужно сделать вот что. Вот наша ниточка вышла, и вот наш последний треугольник здесь. Теперь мы вот здесь сделаем новый треугольник вот с этой общей вершинкой. То есть мы набираем еще 2 бисеринки и заходим с обратной стороны вот в эту вот бисерину. И вот у нас с вами, смотрите, образовался новый треугольник. И дальше мы будем продолжать плести вот в эту сторону. Но я сделала так, что вот эта бисерина голубая, она общая для вот этих вот 2 бисерин, видите? То есть мы как сделали? Я прошла дальше по треугольнику, который мы с вами только что набрали. Зашла сюда и вот в эту голубую бисериночку. Видите, она у нас сцепилась уже. И теперь нам нужно опять выйти вот в эту вот бисерину. По кругу просто проходим по всем бисериночкам, какие у нас здесь есть. Вот, и вышли в крайнюю бисериночку, из которой мы будем дальше плести наши треугольники. Вот, смотрите. Теперь поворачиваем к себе вот так. И наши треугольники, вот вершинка нашего треугольника. И все треугольники, и дальше мы будем плести вот сюда, смотрите. Нитка выходит вниз, мы заходим сверху вниз, подтягиваем и заходим в соседнюю бисерину. Вот так. Теперь набираем 2, заходим снизу вверх. И точно так же мы начинаем плести дорожку из бисера, как мы плели по той стороне. Точно так же мы плетем цепочку, чтобы вершинки треугольничка все время смотрели в одну и ту же сторону. Если вам удобнее будет плести, чтобы треугольнички стояли вниз, можно плести так, чтобы они стояли вниз. Но главная наша задача, мы заходим каждый раз в бисерину, из которой выходит нитка, с обратной стороны. Набрали 2, зашли в бисерину с обратной стороны. Новый треугольник образовался. Здесь у нас вершинки смотрят вниз. Если мы хотим, чтобы смотрели вниз, заходим в крайнюю бисериночку.
когда нитка идет в сторону вершины треугольника, мы точно так же набираем 2 бисерины, заходим в бисериночку, из которой вышла нитка с обратной стороны, подтягиваем, вершинку обходим ниткой и заходим в крайнюю бисериночку. Вот так. Ну и когда вы сплетете нужную длину, вы опять... Я брала каждый раз новую нитку. Берете новую нитку и расшивным бисером проходите вот так вот между каждой бисериночкой нашей вершинки. Каждый раз одну бисериночку одели и проходим. И проходим. Вот, и когда мы опять пришли сюда к концу нашей цепочки, мы опять заходим вот в эту голубую бисериночку, так как она у нас является общей. И вот здесь, смотрите, у нас такие ушки получились. На вот этих 2 бисериночках вы прикрепляете кулончик. То есть кулон должен подойти вот так вот к 2 бисеринам. Ну вот, в общем-то, и все. Продолжать не имеет смысла, потому что повторение одного и того же. Чем длиннее получается ваша цепочка, чем длиннее цепочка, тем она больше спиралится. Цепочка очень, получилась нежная, очень красивая. Особенно, наверное, сочетание все-таки бисера черного с золотом. Ну, смотрится очень, красиво, дорого. Не побоюсь этого слова, шикарно. Ну вот, друзья, на этом я всем желаю. Плетите с удовольствием, пусть всегда у вас все получается, ваши украшения будут прекрасными. Всего вам доброго, до свидания.